Пока весь мир буквально кричит о новых хаях биткоина, а новички и дилетанты страдают от фома, поспешно вкладываясь в альты, лично я готовлюсь к худшему сценарию из возможных. Эйфория опасна. И вот вам типичный кейс. Вы видите идеальный бычий тренд. Все говорят покупать. Аналитики твердят о повышении целевых цен. Настроение сверхпозитивное. Но опытные трейдеры ищут точку, чтобы открыть сделку в шорт. Почему? На самом деле это чистая логика. Сегодня мы поговорим с вами о парадоксе бычьего тренда. Что это такое, как его распознать и как не поддаться на его уловку. Так, друзья, у нас бычий тренд. Прямо сейчас он заканчивается. Давайте разберем, что с этим сделать. Начнем с нашей торговой стратегии сегодня. Она состоит из 3 скользящих и индикатора ARA. Будем разбирать долго, подробно парадокс восходящего рынка. Первым делом смотрим на синюю скользящую с большим периодом. Мы находимся в стадии роста, если цена закрепляется над ним. Это главный верификатор. Также у нас есть 2 скользящие поменьше, настроенные на более меньший период. Они дают нам сигналы при пересечении. Как видите, эти полосы постоянно сходятся, расходятся. Если зеленая сверху, открываемся в лонг. Если красная сверху, это сигнал в шорт. Но для этого синяя должна быть выше графика. Второй наш фильтр — это индикатор ARA. Для сделки в лонг нам нужна зеленая стадия, как вот здесь, на этих участках. И моя стратегия требует детальной настройки, я обязательно покажу вам ее чуть позже, но для начала разбор. А вот момент, когда ARA у нас развернулся и он красный, это совпадает со снижением. При этом у нас сейчас было ключевое пересечение синий скользящий, и в принципе можно подумать о сделочке в шорт. То есть сейчас произошел окончательный переход котировки в медвежью стадию. Все индикаторы сообщают одно и то же, поэтому эту котировку покидать я не намерен. Сегодня, кстати, у меня разгон депозита с $10. Посмотрим, что из этого получится выжить. Я думаю, что лучше ситуации мы уже не найдем. Я надеялся, что валютная пара немножко отрастет, и вот как раз таки на зеленой свече я откроюсь. Смотрите, учитывая расположение этой свечи прямо в момент кульминации смены тренда, я даже не сомневаюсь, что она станет красной и сделка закроется в плюс. То есть следующая свеча, возможно, эта или следующая, просто полностью поглотит вот этот весь рост. Теперь нам остается только ждать. Давайте пока разберем движение рынка. Ранее был крайне устойчивый восходящий тренд. Конечно же, это не то, что сейчас происходит с криптовалютой, но аналогия, в принципе, подходит под этот тип графика. В чем тут суть? А суть в том, что любая вечеринка рано или поздно заканчивается. Почему это происходит? Почему цена в один момент так долго растет, а потом резко отправляется в аут, как было сейчас на нашем графике? Ученые-мужи серьезным видом называют это парадоксом, хотя я не вижу в этом никакой загадочности или сложности решения. Просто умные деньги входят в начале, а глупые уже в конце. Окей, первая позиция закрыта успешно. Давайте ва-банк и погоним дальше. Будем плотно, одним словом, разбирать этот парадокс в сегодняшнем видосе, который на самом деле завязан на жадности и уже исчерпывающемся ресурсе. Это как приехать на золотые прииски в самом конце лихорадки, когда все уже все забрали свое, понимаете? Еще одна сделка в шорт. Не хочу сказать вам, что парадокс бычьего тренда — это ситуация, когда подавляющее большинство участников рынка уверены в его росте, но именно эта всеобщая уверенность сама по себе становится главной причиной разворота тренда или ее коррекции. По сути, это классическое проявление старой биржевой мудрости, когда все быки надо быть медведем, или когда идут слухи «покупай, а продавай на новостях». А теперь вопрос, почему же в моменте, когда все настроены на рост, котировка может начать снижение, а то и вовсе показать рынку мощный дамп с катастрофическими последствиями для инвесторов? В чем тут логика? Тут работает принцип домино. Сначала выходят из позиции умные, затем осторожные. После них трусливые и в самом конце отчаянные хомяки, а все быки просто в минусе. Так, друзья, прибыль у меня в кармане, предлагаю закончить с этой валютной парой и поискать что-то более интересное. Поехали. Хорошая новость для всех нас. Бычьи парадоксы нам, краткосрочным трейдерам, не страшны. Мы можем лонговать падающий рынок и шортить растущий. Carpe diem или лови момент, как говорят настоящие римляне.
Если вы хотите богатеть в моменте, а не ждать иксы годами, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылки оставлены в описании к этому ролику. Там вы найдете все необходимое для успешной торговли. Разбор интересных торговых стратегий, онлайн-торговые сессии и мои личные лайфхаки по торговле. Жду вас в своем телеграм-канале, друзья. Ну что, евро к канадцу. Здесь у нас сделка в шорт. Все просто довольно. Синяя, скользящая сверху. Остальные индикаторы подтверждают мой анализ и медвежий сигнал. Супер. Ждем прибыли, ребят. Вообще в рамках общего движения у нас наблюдаются вот такие вот заходы вниз. Видите их, да? Поэтому мы прямо сейчас готовимся к очередному рывку. Вернее, к погружению вот от этой зоны сопротивления. Микро и макро сигналы совпадают, поэтому ждем легкий результат по нашей сделке. Ну и давайте вообще разберем, что такое бычий рынок. Он состоит из 4 фаз. Это очень важно знать. Вначале всегда появляются слухи о возможном росте актива. Первые инвесторы начинают покупать, цена медленно растет. На второй фазе новости становятся позитивнее, все больше людей верят в этот успех, и цена начинает расти гораздо быстрее. В этот момент уместно использовать слово хайп, как сейчас модно говорить. То есть вкладываться в актив становится модно. У меня тем временем, кстати, плюсовая сделка. Ждем новую возможность для входа. Итак, на третьей фазе возникает эйфория или ажиотаж. Все СМИ, все блогеры, инфо-цыгане говорят об этом активе. Все вокруг советуют покупать. Цена взлетает просто до небес, люди хотят урвать часть пирога, включая таксистов, маршрутчиков и всех остальных. Снова в сделке, кстати, ребят, давайте посмотрим, как котировка поведет себя в следующую минуту. Итак, начинается 4-я фаза, кульминация. Она является предтечей реализации и разочарования. Актив находится в лучшей своей форме, цена на хаях, как биткоин прямо сейчас. Но оказывается, что вся эта успешность уже была заложена в текущую завышенную цену. Новых покупателей нет, а те, кто купил раньше, начинают фиксироваться. Они начинают выходить из своих позиций. Вся эта масштабная финансовая стихия начинает выдыхаться. Нового топлива для рывка уже нет. При этом есть разница в качестве новых участников. Вначале были энтузиасты, потом профессионалы, затем спекулянты и в самом конце те самые таксисты. Никого не хочу обидеть, если что. И тут большая часть, те, кто зашел на первых этапах, выходят в кэш. И вот это как раз таки приводит к эффекту домино. Я снова в плюсе, считаю уместным сменить график и продолжить на новых возможностях. Ну что ж, поторгуем евро к фунту. Заработаем на падении, воспользуемся этим моментом. Вот аргументы в пользу такого решения. Во-первых, Аарон, есть пересечение сигнальных скользящих, и график находится под сигнальной синей скользящей. Супер. Все, выделю для вас. Пока Аарон будет в красной стадии, мы торгуем на снижение. Вообще, возможно, здесь даже откроем полную серию сделочек. Окей, вернемся к эффекту домино. В первую очередь он возникает не из-за выхода из позиции, а из-за отсутствия входа. Нет новых покупателей. Если все, кто хотел и мог купить актив, уже это сделали, новых просто не останется. Рынок не может двигаться вверх вечно, понимаете. Для этого нужны новые влияния денег. Когда покупатели заканчиваются, малейшая негативная новость или фиксация прибыли первыми крупными участниками может запустить цепную реакцию продаж. Если этот процесс начался, ребят, его уже не остановить, понимаете? Еще одна сделка у меня в плюсе, 156 баксов мы на ней зарабатываем. Давайте продолжим. Я настроен почти закончить на этом графике. Мне кажется, что падение будет еще около часа. Ну ладно, мы это увидим. Давайте вернемся к теме, не будем терять время. Объясню, почему конец бычьего рынка всегда такой резкий. Все дело в завышенных ожиданиях и переоцененности. Всеобщий оптимизм заставляет людей игнорировать риски и фундаментальные показатели. Другими словами, хайп. То есть актив, крипта, акция начинает торговаться по ценам, которые не подкреплены его реальной стоимостью. Он показывается в раздутом каком-то мыльном пузыре. И рано или поздно этот пузырь лопнет, конечно же. Прокол этого шарика всегда происходит сверху вниз. Поверьте мне, нет ничего более болезненного
чем вот такая ситуация для крупного инвестора. Здоровенная красная свеча на дневном графике. В этот момент начинается настоящий хаос. История бегства с этого рынка. И из-за паники и ликвидации случаются другие ликвидации. Все это просто в геометрической прогрессии начинает продолжаться. Очередная прибыльная сделка у меня была. Готовимся к следующей. Я практически раскрыл, кстати, вам всю тему. Остается небольшое послесловие и руководство к действиям. Давайте откроемся здесь еще раз, как я и обещал. Показываю вам серию сделок на этом графике. И теперь подумаем, куда же в итоге может пойти цена. У каждого движения есть цель. Если, конечно, это не бычий перекупленный пузырь. Его цель – это катастрофа на непредсказуемом пике. Давайте промотаем историю торгов назад. Вот он у нас, наш ключевой уровень. Кто-то здесь основательно закупился, видим, да? Глянем на большом таймфрейме, чтобы стало понятнее. Вот, у нас был огромный прокол. Для нас он не страшен, друзья. Теперь мы ищем место, где закупаются крупные игроки. Вот, пометили его, чтобы не забыть, и продолжаем нашу торговлю. Крупные игроки, кстати, часто действуют вопреки настроению толпы. Они используют всеобщий оптимизм и высокий спрос, чтобы продавать свои активы по выгодным ценам. Их действия также способствуют развороту цены и графика, как следствие. Что ж, я снова в плюсе, нам уже пора готовиться к следующей сделке. До зоны интереса у нас еще падать, падать и падать, поэтому как минимум пару сделок мы здесь с вами еще отработаем в шорт. Супер. В принципе, давайте сделаем это прямо сейчас. Вхожу в шорт и продолжаю. Друзья мои, парадокс бычьего тренда наглядно демонстрирует нам, что рынок — это не просто математика, уровни, полосы, индикаторы. Это прежде всего психология толпы. Он предупреждает, что слепая вера в бесконечный рост и следование за большинством — это верный путь к убыткам. Успешные инвесторы стараются мыслить более конкретно, то есть против толпы. Они оценивают не только потенциал роста, но и уровень рыночного ажиотажа. Насколько там много слухов. Теперь давайте подумаем, когда же в актив уже поздно входить. И вот вам реальный пример. Если ваша мама спрашивает у вас про биткоин, таксист в поезде хвастается, что вложился в альты, а каждое второе их сторис в ленте адресовано криптовалюте, то, ребят, поверьте мне, не нужно покупать это сейчас. Так было осенью в 2021 году. Просто посмотрите на архивные графики, и вы все поймете. Очередная сделка в плюсе. Наша нисходящая ралли продолжается, мы не будем его упускать. Часто говорю своим ученикам, не упускайте тренд. Но я имею в виду нашу краткосрочную ситуацию. Здесь падающий рынок и отличные показатели индикаторов. Именно поэтому я снова открываюсь в шорт. Нам есть еще куда падать, давайте это движение отработаем. Что ж, как понять, что рынок в ажиотаже? Мы уже разобрались. Также мы знаем, чем он нам грозит, даже при самых позитивных новостях и всеобщей эйфории участников. Остается логичный вопрос. Так когда же тогда входить в рынок? Что с этим делать? Когда все кажется безнадежным, я вам привел уже пример осени 2021 года, да, когда рухнул биткоин. Затем началась криптовалютная зима, которая длилась более года. На самом дне, ребята, на самом дне, если мне не изменяет память, биткоин стоил 15 тысяч. И именно тогда я его купил, и купили те, кто сейчас фиксирует 10-кратный рост битка. И, конечно же, не стоит забывать про фундаментальный анализ и слежение за крупными игроками, так называемыми китами. Входить нужно вовремя, а не когда актив сделал двукратный рост за неделю. Вы уже не успели в тот момент это сделать. Так, удачная сделка получилась. Ладно, давайте приготовимся, наверное, к финишу. Цель была дойти до 2000. Я вам покажу их на балансе. И на этом подведем итоги, друзья. Я уверен, что актив все еще настроен на снижение. В рамках минуты мы его увидим. Поэтому просто закончу свою торговлю здесь. Уже сбился со счета, какая сделка на этой валютной паре. Ладно, продолжаем. Вообще меня все эти парадоксы интересуют лишь косвенно. В первую очередь я трейдер, а потом уже инвестор. Впрочем, конечно же, у меня есть активы, и если я вижу, что они внезапно стали объемом эйфории, я предпочитаю выйти в кэш, зафиксироваться. Для меня так просто спокойнее.
Вы теперь знаете, что в парадоксе бычьего тренда нет никакого абсолютно парадокса, и его просто нужно избегать, не нужно жадничать, когда это не вовремя. Если рынок отправился в космос без вас, не пытайтесь его догнать, вы уже не успеете, поверьте мне, пожалуйста, на слово. Лучше перестроиться, найти другой актив, подождать, вот, и закупиться на самом дне. Вы как трейдеры просто обязаны это знать. Прекрасно, друзья, 11 секунд, и мы почти уже с вами у цели. Получился, я думаю, очень насыщенный разговор и продуктивная работа, да? Более $2500 сейчас будет на моем балансе. Что ж, давайте покажу вам настройки обещанных индикаторов, чтобы вы сделали свою торговлю такой же успешной, как и моя сегодня. Аарон, настройки 25, здесь можете заскринить, полосы яркие, наглядные, все очень сильно удобно. Ну и по скользящим, конечно же. Синяя, период 100, обратите внимание на тип. И две других, ребята. Пятый период у красной, видим это. И второй период и тип у зеленой. Сохраняйте обязательно, чтобы не потерять. Все, ребят, можете повторять систему самостоятельно, а я перехожу к итогам. Итак, мы с вами обсудили бычий тренд, поторговали снижение и, наконец-то, узнали правила этой игры. Поверьте мне, пока крупные инвесторы кусают свои ногти от этих эйфорий, мы, краткосрочники, забираем прибыль на ежедневной основе. Надеюсь, это видео понравилось вам и было полезным. Если так, то буду благодарен вашим лайкам и комментариям. Также не забывайте подписываться на канал. Всем побольше удачных сделок, до скорых встреч, пока!